Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами народные приметы на 18 декабря. В этом видео поговорим о народном календаре, поговорим о церковном календаре. Обязательно поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать 18 декабря. Давайте, друзья, далее все более подробно в этом видео разбираться. 18 декабря православная церковь почитает память святого Саввы, который жил на территории Палестины примерно в V веке. Святой Савва родился в V веке в Каппадокии, где прошла вся его жизнь. Из Писания известно, что его родители были благочестивыми людьми, которые следовали христианской вере. Они дали сыну хорошее образование. Когда Савве исполнилось 8 лет, его отправили учиться в монастырь Святой Флавианы, где он освоил грамоту, а затем и священное писание. В 17 лет, несмотря на уговоры родителей вернуться к обычной жизни, юноша принял монашеский постриг и удалился в монастырь, где провел в молитвах аж целых 10 лет. За благочестие и веру в православие Иисус Христос наделил преподобного Савву, освященного, даром чудотворения. Он изгонял бесов из людей, лечил их от проказы и других тяжелых болезней. Получив дар чудотворения, преподобный отправился в монастырь, который был расположен неподалеку от Иерусалима, а после монастыря на 5 лет уединился в пещере, которая находилась в горах. Все годы рядом с Саввой был преподобный Ефимий, который наставлял его, помогал найти ответы на сложные вопросы. Когда Ефимия не стало, Савва обосновался возле его обители. К нему потянулись ученики, и через какое-то время здесь появилась Великая Лавра. Получив благословение от Иисуса Христа, прямо в скале иноки построили церковь. За свою жизнь преподобный Савва Освященный создал несколько обителей. Из жития известно о чудесах, которые происходили благодаря его молитвам. Однажды во время засухи неожиданно пошел сильный дождь, который стал спасением для людей. А в лавре внезапно появился источник с чистейшей водой. Преподобный был написан Иерусалимский устав церковных служб, которым в православных храмах пользуются до сих пор. Преподобный Савва прожил почти до 90 лет. До последних дней он помогал людям, которые шли к нему отовсюду. Каждому он говорил нужные слова, наставлял, как жить дальше. Друзья, у нас сегодня продолжается рождественский пост. Во время данного поста не употребляют пищу животного происхождения, а также молоко и яйца. Теперь вернемся, друзья, к народному календарю на 18 декабря и посмотрим, что же у нас в этот день. Итак, 18 декабря наши предки отмечали Саввин день, или по-другому этот день назывался День Саввы или Савва Освященный. В народе святой Савва считался чудотворцем и целителем. В нему взывали, чтобы получить исцеление как душевное, так и физическое. Есть даже одна народная поговорка, которая говорит о том, что Варвара варит, Савва выпекает, а Николай гостей встречает, которая и объединила воедино 3 зимних праздника. И эти празднования составляют единый цикл. Как мы уже сказали ранее, в Варварин день празднуем мы с вами 17 декабря, Саввин день 18 декабря и день Николы или Николин день или день Святого Николая 19 декабря. Считается, что именно в эти дни осень окончательно отдает бразды правления зиме. Довольно часто на Саввин день утром морозно, а к вечеру оттепель. Такая погода – это символ борьбы 2 времен года. Также обращаем ваше внимание, что 17 декабря мы с вами все отмечали День Варвары, и этот праздник называется женским. А вот Саввин день в противоположность ему считают мужским праздником. 18 декабря женщины поздравляли мужчин, баловали их и молились о мужском здоровье.
Также Савву называли еще и сальником, потому что он играл с природой, напуская сначала мороз, а потом повышал температуру, и начиналась оттепель. Получалось, что он солил снег. Сальника нужно было поприветствовать, налить небольшую лужицу воды, которую он морозил, а потом оттаивал. Саввин день считается тихим семейным событием, которое полагается проводить вместе с детьми и с близкими родственниками. В старину после совместного обеда люди усаживались за столом и начинались разговоры о житие-бытие. Саввин день считается и благоприятным для сватовства. Браки, начало которым положено в это время, считаются одними из самых крепких. В старину в этот день проводили различные обряды, которые помогали сохранить покой в семье, а ночью обязательно клали под подушку монету. Наши предки верили, что после этого деньги рекой потекут в дом, и семья забудет о любых финансовых проблемах. На протяжении этого дня не было принято ходить по гостям. Люди собирались дома в кругу семьи. Даже был введен запрет на женские работы. Согласно поверью, в этот день нельзя было ругаться людям, которые держат лошадей, иначе это дурно скажется на скотине. Еще верили, что тот, кто в этот день посватается, будет с любимой до конца дней жить и не тужить. На Савву мороз усиливался, и из дома старались не выходить уже без особой надобности, поскольку была велика вероятность заблудиться и замерзнуть. В народе очень были распространены верования, связанные с личностью Мороза, высокого старика с седой бородой, который именно сейчас ходит по улицам и дышит на стекла домов, из-за чего на них образуются узоры. Если Мороз ногой топнет, то лес зашумит, а если закричит, то снег пойдет. Именно поэтому встреча с ним была опасной. Считалось, что Мороз мог убить человека. Также наши предки 18 декабря старались лечь спать пораньше, чтобы сэкономить лучины. Вообще же говорили, что день стал длиннее, но на самом деле эффект такой создавался из-за того, что яркий снег прекрасно отражал свет. Так что женщины утром садились к окну прясть, для этого были, как говорится, все условия. Также в Саввин день, 18 декабря, наши предки проводили обряд, чтобы не болеть. Для этого необходимо было выйти во двор и обсыпать себя снегом, например, встав под дерево. Пока он сыпется, сказать нужно было такие слова: «То не снег, то Саввина благодать, все боли болящие забрала, а мне здоровье дала. Трижды перекрещусь, от всех болезней избавлюсь. Аминь, аминь, аминь». После нужно было трижды перекреститься и обязательно прочитать молитву «Отче наш». Зайти нужно было в двери спиной. Также в этот день, 18 декабря, проводили ритуал, чтобы в семье всегда был мир и покой. Нужно было купить 7 церковных свечей, зажечь их, встать посередине комнаты, проговаривая такие слова: «Огонь горит, в доме мир и покой царит». 7 свечей зажглись, и семьи все ссоры на 4 стороны разошлись. Я их потушу, все плохое от нас отведу. Затем открыть окно и поднести к нему по свече и потушить. Огарки спрятать нужно было в красном углу. На что призвать удачу и достаток, наши предки под подушку клали монеты. Эта традиция схожа с подарками на большой праздник, День Святого Николая Чудотворца, который мы с вами все будем отмечать уже завтра, 19 декабря. Также наши предки в этот день смотрели на народные приметы. Считалось, что если в семье в этот день кто-то умрет, то в течение года смерть может забрать еще одного члена с собой, члена семьи с собой заберет. Также, если за окном мороз, а белочки свои гнезда покидают и на землю спускаются, то будет оттепель. Услышать пение снегиря к снежным заносам и вьюге. Если на замерзших окнах снег потихоньку тает, то скоро потеплеет. Огонь в печи красный, будет стужа лютая. Если дым столбом, то будет мороз, развивается в разные стороны к ненастью, стелется по земле к снегу. Человек, рожденный 18 декабря по знаку зодиака Стрелец. Такие люди обладали сильным и волевым характером, отличались трудолюбием. В
качестве талисмана им подходит хризоберил, который поможет привлечь внимание любимого человека, а также удачно заключить сделку и быстро решать любые сложные вопросы. Что же касательно снов, то увиденные в эту ночь сны покажут, как сильна ваша жизненная энергия и как она помогает вам строить отношения с противоположным полом. Итак, если сон был хорошим, значит вы в данный момент все делаете хорошо, даже если ваша половинка говорит другое. Скоро время поставит все на свои места. Также в ночь с 17 на 18 декабря вы во сне можете увидеть свою прошлую жизнь. Такие сны снятся только для того, чтобы исправить свое поведение в настоящей жизни. Но толковать их нужно исходя исключительно из своих ощущений. Когда женщине снится, что она вертится, смотрясь в зеркало, примеряет что-то, наслаждаясь своим внешним видом, то наяву ей нужно больше внимания уделить своему профессиональному росту и развитию. Но если во сне она много работает, то самое время разобраться в вопросах личного характера. Но если мужчине в ночь с 17 на 18 декабря увидеть себя более выносливым и сильным, чем на самом деле, то он должен взвалить на себя бремя ответственности за что-либо. И чем раньше, тем лучше. В противном случае может быть поздно. Что же можно делать 18 декабря по народным приметам? Сегодня лучше всего отвлечься от всего окружающего и обдумать текущие дела, а также планы на будущее. В этот день нужно держать свои эмоции под контролем, не обращать внимания на водителей, которые нарываются на конфликт. Можно провести этот день в разговорах по душам, например, за чашкой чая, посетив родных и близких. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя делать было в Саввин день. По народным поверьям наших предков главное, что нельзя было делать 18 декабря в Саввин день, это работать. Если верить народным приметам, то от такого труда ничего толку никакого не будет. Лучше провести этот день в разговорах по душам, например, за чашкой чая, посетив и родных, и близких. Если же 18 декабря от работы невозможно отказаться, то перед тем, как к ней приступать, надо попросить благословения у святого, поскольку тот, кто это не сделает, будет серьезно наказан деньгами, потеряет кошелек или потратит немалую сумму на бесполезные покупки. Не стоит в Саввин день ругаться владельцам машин, иначе может случиться серьезная поломка автомобиля или же вовсе авария. Сегодня надо держать свои эмоции под контролем, не обращать внимания на водителей, которые пытаются ругаться, спорить или конфликтовать. Также нельзя 18 декабря ходить в гости к малознакомым людям. Есть вероятность прихватить в их доме проблемы, болезни и неприятности, которые после принести домой. Лучше в Саввин день отказаться от приглашений, да и к себе не стоит приводить незнакомцев. 18 декабря беременным нельзя мыть голову, иначе ребенок родится с плохой памятью. Малышам, не достигших 7 лет, тоже в этот день не стоит мыть волосы, так как учеба станет хромать. Не разрешается в Саввин день спорить и выяснять отношения в дороге, иначе можно накликать беду. Произойдут проблемы с транспортом, поломки, аварии и многое-многое другое. Необходимо на слова попутчиков или водителя реагировать сегодня спокойно. Также нельзя умершему 18 декабря класть в гроб вещи, которые пользовались и другие члены семейства. Ну, например, авторучку, очки, носки и другое. По народным приметам считается, что тогда покойник в течение года заберет за собой на тот свет еще кого-то из семьи. 18 декабря нельзя выносить мусор в ведре, так как потом это ведро снова нужно будет принести в дом, а значит вернуть обратно все проблемы, которые должны были уйти вместе с ссором. По этой причине в Саввин день лучше мусор выкидывать в пакете. Также 18 декабря не стоит переедать. Ну, как вы знаете, идет рождественский пост. И, во-вторых, считается, что если набить желудок в этот день, 18 декабря, можно сильно подорвать здоровье.
А вот мужчинам 18 декабря не рекомендуется браться за сложную работу. В народе верили, что усердный труд в этот день Сава не оценит. Все усилия могут просто-навсего оказаться напрасными. Вот такой, друзья, у нас с вами день 18 декабря по народным приметам и по церковному календарю. Мы надеемся, что наши советы, друзья, и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. А прямо сейчас обязательно зайдите на наш канал и посмотрите другие видео. У нас очень много полезной для вас информации.